Взрыв на круизном лайнере Norway, стоявшего у причала в порту Майами. Круизный лайнер Франса, также известный как Norway, французский трансатлантический пассажирский паротурбинный лайнер, позже норвежское круизное судно. Океанский лайнер Франса построен в 1957 году и спущен на воду 11 мая 1960 года в присутствии Шарля де Голля и его супруги. В 1974 году из-за финансовых проблем эксплуатация корабля прекратилась, и какое-то время он стоял у причала в порту Гавра. Отказ от эксплуатации корабля вызвал волну возмущения во французском обществе. Об этом много писала пресса, проводились акции протеста, создавались общества по спасению лайнера. Корабль впоследствии был переименован. В 1977 году его купил миллионер из Саудовской Аравии Акрам Аджех. 2 годами позднее он перепродал корабль американской круизной компании Norwegian Cruise Lines, потеряв при этом $3 миллиона. Американцы переименовали лайнер в Norway и отреставрировали его для карибских круизов. Судно было подвергнуто переделкам, в частности, лишилось половины силовой установки и 2 валов. Также было надстроено 2 палубы, добавившие 3,5 сотни люксовых номеров. После этого корабль служил еще более 2 десятилетий. 25 мая 2003 года на борту стоявшего у причала в порту Майами на круизном лайнере Norway произошел взрыв. При этом 4 члена экипажа погибли, еще 21 моряк получил тяжелые ранения. Эвакуация более 2135 пассажиров и более чем 900 человек персонала прошла спокойно. По словам официальных лиц, ни один из 2135 пассажиров на борту лайнера Norwegian Cruise Lines не пострадал, и все были эвакуированы без происшествий. Полиция Майами заявили, что взрыв не является террористическим актом. Нет никаких признаков какой-либо преступной деятельности, сказал на месте происшествия директор полиции Карлос Альварес. На этот раз, похоже, произошла очень трагическая авария. По сообщению береговой охраны, 20 раненых членов экипажа были доставлены в близлежащую больницу Джексон Мемориал Хоспитал после взрыва, который произошел около 6 часов 30 минут утра, почти через 2 часа после того, как корабль вошел в порт. Все являются жертвами ожогов с различной степенью, сказала Кончита Руис-Топинко, пресс-секретарь больницы. 8 из них были довольно сильными ожогами. Более 100 полицейских и более 100 пожарных из департаментов Майами и Майами-Бич были отправлены в порт, чтобы помочь эвакуировать пассажиров и экипаж и оказать помощь раненым. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что отправляет группу для расследования. Это произошло из-за паропровода, сказал в Майами старшина береговой охраны Роджер Красс. Norwegian Cruise Line выступила с заявлением, в котором говорилось, что компания глубоко опечалена этими смертельными случаями, и объявила об отмене следующего запланированного круиза по Норвегии, назначенного в тот же день. В заявлении говорится, что каждый пассажир отмененного круиза получит возмещение, а также кредит равной стоимости на будущий круиз. Большинство пассажиров спали, когда Норвегия пришвартовалась в порту Майами около 4 часов 30 минут утра. Пассажиры сообщали, что их разбудил взрыв или сообщение по бортовой системе громкой связи, в котором им приказывали явиться на станции экстренной эвакуации. Гражданин Звакенберг сказал, что пассажиров быстро сняли с корабля. У них было 3 открытых прохода, поэтому люди могли довольно быстро покинуть корабль. После эвакуации пассажиров один гражданин обернулся и заметил огромное устойчивое облако черного дыма, поднимающееся над кораблем. «Удивительно, что что-то может случиться так быстро, как это», — сказал он.
По словам Звакенберга, убегающим пассажирам не нужно было проходить стандартные иммиграционные процедуры. Вместо этого им сказали, что их багаж будет доставлен к ним домой. 2 года назад Norwegian Cruise Line была вынуждена отменить круиз по Норвегии после того, как береговая охрана обнаружила более 100 нарушений безопасности в ходе проверки, включая многочисленные утечки в спринклерной системе корабля. Старшина Бёрнс из береговой охраны в Майами сказал, что при последней инспекции корабля 15 мая 2003 года никаких расхождений не выявлено. В прошлом году судно Норвегии также участвовало в борьбе с загрязнением круизных судов, когда Norwegian и 3 другие крупные круизные компании признали себя виновными в умышленном загрязнении вод, в которых они работают. Norwegian согласился выплатить штраф в размере $1 миллиона после того, как компания признала, что круизный лайнер Норвегии вылила нефть за борт и фальсифицировала свои записи, чтобы скрыть загрязнение. Национальный совет по безопасности на транспорте в течение многих лет беспокоился о стандартах пожарной безопасности на круизных лайнерах. Агентство рекомендовало некоторые изменения в системе сигнализации и других системах пожарной безопасности на судах в последние годы в ответ на пожары на круизных лайнерах в 1990-х годах. Но представитель агентства сказал, что он не уверен в том, сколько из обновлений было сделано и на сколько кораблей. Что касается круизного лайнера Норвегии, многие пассажиры прибыли в порт днем для следующего рейса, не зная, что их круиз был отменен. Они сказали, что им предоставили туманную или противоречивую информацию об их планируемом рейсе в порту. После аварии судно использовалось еще несколько лет и даже получило в январе 2006 года новое имя – Blue Lady. Однако уже вскоре владельцы корабля начали поиск площадки, где он мог бы быть разобран. После судебных разбирательств было получено разрешение на утилизацию Blue Lady в Аланге на территории индийского штата Гуджарат. Разборка судна завершилась в начале 2009 года. 8 февраля того же года на состоявшихся в Париже торгах носовая часть судна, весящая 4 тонны, была продана за 273 тысячи евро. На какое-то время ее выставили на одной из набережных Парижа, а затем отвезли в Нормандию, чтобы установить на морском берегу.